Всем привет, это небольшой обзор обновления Orphan основной версии Lineage 2. Силовое поле, сдерживающее море спор, сломалось, и находиться там теперь опаснее, чем раньше. Но благодаря быстрой реакции магов из башни Слоновой Кости, сдерживающее поле удалось восстановить и предотвратить распространение вырвавшихся на свободу монстров. Тем не менее, Orphan и все существа внутри стали намного сильнее. Обновленную локацию условно можно разделить на все те же три части. Первая расположена недалеко от силового поля и подойдет для соло-фарма игроков 106 и выше уровня. Здесь есть только три типа агрессивных мобов. Это Арбор, что с латыни означает дерево, пауки и мобы, названные Скелетос. Все монстры 107 уровня, кроме тех, что похожи на солдатов Клейна из Острова Ада, они 106. Вторая и большая по площади зона предназначена для пати-фарма, также игроков 106 и выше уровня. Здесь у монстров намного больше хп, все они агрессивные и расположены в основном небольшими группами. Наконец, в третьей зоне расположена сама Orphan. Разработчики рекомендуют для убийства командный канал из 32 игроков 106 и выше уровня. И после начала рейда тщательно расчистить живность вокруг босса. К сожалению, сам процесс фарма запечатлеть мне не удалось, поэтому сразу к наградам. Помимо ожидаемых сундуков производства различной брони и оружия R99 ранга, главной наградой из Orphan является серьга ангела, которая по аналогии с ожерельем ангела увеличивает количество бонусов в зависимости от заточки специальными свитками. Подробнее на эту тему можно почитать в статье Вики. Отдельная благодарность Мисс Лайту за перевод. Своеобразной изюминкой обновления, помимо ожидаемого ввода новых старых мобов и локаций, стал ивент «Экспедиция Золотого Компаса». Подробности можно почитать в обновляемой статье на 4r4m.com, ссылку оставлю в описании.
После разговора с главой гильдии Золотого Компаса мастером Тома персонаж перемещается в подземелье. Из небольшой пещеры, в которой исследователи наткнулись на третий алтарь Мерциуса, игрок попадает в центр небольшого зала. В тот же момент из проходов и ритуальных обелисков спавнится несколько волн с мобами, которые с каждой стадии становятся сильнее и больше количеством. Среди всех мобов можно выделить несколько особенных. Это маг, разбойник и толстый моб тира или танка. В этой волне у нас появился маг. Вот это разбойник. А вот этот знакомый моб скорее похож на тира или нечто похожее на танка. Пофармив несколько дней алтарь, стало очевидно, что магов надо убивать в первую очередь. Кроме того, можно увидеть, как подсвечиваются площадки и пещеры, из которых можно ждать новые волны мобов. Ровно через 5 минут после начала сражения в алтаре появляется элитный моб или мини-РБ Кровавый рыцарь смерти Бодан. Бодан защищен барьером, который исчезнет после 100 ударов. Для удобства в этот раз я воспользовался кастетами. С Кровавого рыцаря выпало чуть меньше миллиона адены дропом, что выглядит подозрительно, так как вся адена, начиная с апдейта Salvation, попадает сразу в инвентарь. После смерти Бодана продолжаются волны с мобов, мобы становятся чуть сильнее и их количество несколько раз увеличивается.
Ровно через 10 минут после смерти Бодена и нескольких волн с мобами появляется сам Мерциус. Так же, как и Кровавый Рыцарь, Мерциус защищен барьером, который можно снять, сделав уже 150 ударов. Вдобавок, Мерциус, так же как и Боден, суммонит мобов для поддержки. Темный маг спавнит мобов намного сильнее, чем Боден, но для хорошо экипированного разбойника это проблемы особо и не составляет. Видимо, для того, чтобы помочь саппорт-классам пройти инстанс-зону, с тех самых особенных мобов, о которых я говорил, с некоторым шансом падает таинственный лист. Он увеличивает физатаку почти на 3000, маг-атаку на 2, скорость передвижения на 7 и эффект гнев вампира на 5%. Еще добавлю, что после смерти можно вернуться в алтарь опять, а вот если сделать телепорт, например, за бафом, зона будет уже недоступна. После смерти Мерциуса игроку начисляется опыт ИСП, ивентовые знаки Мерциуса и подозрительный дроп Адены. Подчеркну, что в алтаре Мерциуса опыт можно получить только за главного босса в конце. У NPC Мейлин полученные знаки Мерциуса можно обменять на различные товары гильдии Золотого Компаса. Среди товаров есть браслеты Люсьена 3 видов по 700 знаков и благословенный свиток браслета Люсьена, которым со 100% шансом можно точить эти браслеты. Браслет Люсьена – это восстановленный магический браслет, наделенный силой Люсьена, древнего короля гномов. Он активирует 5 или 6 слотов для талисманов и в зависимости от типа браслета увеличивает физическую, магическую силу или защиту. Еще среди товаров можно найти растворитель для аксессуаров. Это предмет для получения так называемой поры, самоцветы R-ранга, силу гигантов и дыхание ангела, необходимое для обмена у Мамона-контрабандиста на книги заточки брелков. Должно быть, во время предыдущей части видео зрители обратили внимание на появляющиеся предметы и уровень их заточки в центре экрана. Это новая особенность интерфейса, которая оповещает всех игроков на сервере о модификации оружия на плюс 15 и выше и брони или бижутерии на плюс 10 и выше. Наконец, если не считать измененных квестов и трона героев, то последним любопытным моментом в обновлении можно назвать новую настройку системы таргетов, в которой теперь 4 опции. Next Target по NPC.
Next Target только по мобам. Next Target по игрокам в режиме врага возможности показать у меня, к сожалению, нет. И, наконец, при желании можно оставить классический Next Target. Это, пожалуй, все. Для того, чтобы узнавать больше или быстрее, заглядывайте в Discord или на 4r4m.com. Если вам есть что добавить или у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях.